Привет, ритм-геймеры! Сегодня мы с вами поговорим о некоторых чартах из всеми нами любимой Beatmania 2DX, который вызывает у меня недоумение и негодование. Почему же некоторые даже относительно несложные чарты так тяжко заходят и неприятно играются? Идея подобного видео сидела у меня в закромах достаточно долгое время и прошла множество итераций. От простого списка, перечисляющего чарты, что мне тяжело даются, до списка треков, которых даже топ-игроки касаются не особо часто. Первый вариант быстро улетучился, потому что подавляющее большинство чартов своей сложностью упираются в пиковые моменты в конце, он же раскороши, или в те же денимы, что намекает на мой скилл issue и делает мои претензии более субъективными, нежели интересными и взвешенными. Второй вариант может быть недостаточно актуален для более широкой аудитории игроков 2DX, ибо мало кто в СНГ-сообществе может пощеголять full комбо или X-Hard Clear на треках в духе Plan 8 Spa или Icarus Legendaria. А это еще тот уровень ада. Но я могу ошибаться, дайте знать в комментариях, если хочется увидеть видео о самых сложных чартах Beatmania 2DX и что именно делает их таковыми. И прежде чем мы начнем, мне нужно обозначить еще один важный момент. Из этого списка претензий я исключил чарты из старых игр Beatmania 2DX, то есть с 1 по 10 стиль. Старый стиль чартинга, для тех, кто может быть не в курсе, радикально отличается своей философией от того, что мы видим в более новых играх франшизы, и вот каким образом. Поскольку Beatmania 2DX стала первопроходцем в мире семикнопочных ритм-игр, делая жесткий упор на тематику диск-жокея, роль которого вам нужно было на себя принять, стиль чартинга в ранних играх серии был более буквальным, стараясь точнее отражать игру на реальном инструменте, из-за чего расстановка нот в треке могла выглядеть неуклюже, с изобилием джеков и странных аккордов, иметь практически нулевой флоу. Однако неплохо отражать игру на реальном инструменте. Со временем же стиль чартинга начал эволюционировать в то, что приятнее играть, по-прежнему подчеркивая ключевые моменты играемой музыки, но уже в более символичном ключе. То есть то, что мы с вами привыкли видеть и понимать под современным стилем чартинга ритм-игр. Данное изменение во многом связано с тем, что играть старые чарты наподобие тех же Safari или Sakura физически тяжело, и они быстро утомляют игрока. Konami само собой хотела сделать так, чтобы сессии игроков были максимально долгими и четвертаки без перерыва сыпались в игровой автомат. А вот теперь, когда обязательную вводную часть мы преодолели, позвольте вам презентовать этот скромный список чартов, что вызывает у меня легкое недоумение. Бывалые игроки наверняка разок-другой доиграли трек Торину Кимачи от Никомата Мастерс, который славен своими нестандартными таймингами и быстрыми лестничными бурстами. Чарт сложности SPA 10, способный дать прикурить многим SPA 11 и некоторым SPA 12, если мы говорим о получении заветной AAA. Лично по мне, кратно легче стабильно выбивать AAA на рестаче SPA 12 и Super Rush SPA 12, но тут у кого как пойдет. Торину Кимачи, равно как и еще один чарт подобного типа From Time to Time, долгое время разделяли титул самых сложных чартов уровня SPA 10 с сильным акцентом на тренировку причудливых таймингов. Но совершенно из ниоткуда и без излишнего шума в 2DX Destroyer вышел крайне приятный мелодичный трек Zenith от Snail's House, который делает во многом схожие вещи. Причудливые ритмы, к которым теперь присоединяются длинные ноты, и сами обычные ноты, многие из которых являются опорным звуковым элементом трека, что существенно усложняет игру. Одно дело, когда в чарте ноты озвучивают части трека, которые игроку легко достроить заранее в уме самому, в то время как на фоне играют сэмплы, помогающие поддерживать ритм. Совершенно другое дело, когда игрок эти сэмплы играет сам. Это вынуждает многократно переигрывать трек, а позже и просто переслушивать музыку в плеере, чтобы запомнить особо каверзные моменты. Zenith далеко не единственный трек, который именно так обращается с играемыми сэмплами, однако его глич-секции оставляют меня в состоянии легкой фрустрации, буквально вынуждая вести внутренний счет, чтобы не сбиться с ритма. Для справки стоит уточнить, что в 2DX, в отличие от Битара и Lunatic Rave 2, ноты могут отображаться нечетко по положенным временным отрезкам, что во многом связано с неидеальной синхронизацией таймингов с частотой обновлений монитора, и это тоже добавляет сложности в чтении подобных чартов.
Ох уж этот заскорузлый движок старый, да в том числе новой битки. Все в этой игре прекрасно, кроме самой игры. Пора бы уже обновляться, Konami, это какая-то стыдоба. Танцы со снежными феями. Ради этого трека видео и задумывалось. Я не могу словами передать, как сильно мне нравится эта нежная и обволакивающая композиция, которая по мере развития перерастает в нечто более пространное и грандиозное, перебиваясь в развитии между отрывками основной мелодии грубой секции транса. Творчество Акихико Хондо в 2DX, на мой взгляд, несколько недооценено из-за того, что я называю синдромом плохого превью, который берет не самую удачную часть трека вне контекста и выставляет ее на показ, из-за чего многие игроки проходят мимо на экране выбора трека. Однако если трек находится в этом списке, значит на то есть какие-то причины, и тут все довольно просто. У этой замечательной и мной жгуче обожаемой композиции крайне несуразный и неприятный чарт, который плохо коррелирует с музыкой. Начинается трек с откровенно ужасной быстрой лестницы, которая переходит в нажатие по одной клавише. Начинать треки подобным образом, как по мне, дурной тон. Просто представьте, вы осенью или весной, когда луж на дороге много. Лужи на нижегородских тротуарах стали настолько глубоки, что в них завелась рыба. Стоите себе спокойно на тротуаре в сторонке и ждете зеленого света, чтобы перейти дорогу. Сгорается зеленый, вы только собираетесь переходить дорогу, как вдруг какой-то нехороший человек, редиска, берет и на полной скорости проносится прямо перед вами, окатывая ушатом водой из ближлежащей лужи. Разок такое да с каждым происходило, и приятного в этом мало. Именно такое впечатление у меня вызывает начало чарта. Мы еще не начали. Самое начало трека, а нас берут и в принудительном порядке окунают в лужу не из самого часто используемого паттерна. Да, композицию оно подчеркивает, безусловно. Однако дальнейшее резкое понижение скорости лишь создает фрустрацию и легкое недоумение. После столь странной водной части идет фиксированный бас в виде одной ноты на единице и ленивая лестница, скованная всего лишь 5-6 колонками. Чартеру внезапно стало тесно в рамках 7 линий? Или мы решили вспомнить старую школу чартинга? Я уж не говорю про продолжение лестницы в виде попеременного нажатия 4-6. Почему? Что это такое? Хорошо. Далее чарт на короткий промежуток времени превращается в что-то адекватное и начинаются джеки. Максимально безвкусные и унылые джеки-бабочки, которые опять же в старых частях смотрелись бы адекватно. Но в Resort Anthem мы уже вроде бы от такого полностью отошли, нет? Хорошо, поговорим о менее заметных деталях. В том самом первом проигрыше мелодии идет один неприятный момент, где при первом проходе мелодии делается небольшая пауза и нота опускается, в то время как при втором проходе эта самая нота вновь появляется. Да, так звучит сама мелодия, я понимаю, но эта несущественная деталь невероятно сбивает пейсинг и без того крайне нестабильного чарта. Мы все хорошо знакомы с концептом тихих нот, которые частенько добавляются в новые чарты банально для поддержания темпа и флоу. И я не думаю, что композиция сильно пострадала бы от добавления всего лишь 2 нот, которые помогли бы существенно поддержать темп игры и улучшили восприятие трека. Дополняет все это очень плохая середина с насильно втиснутыми джеками и глухими скретчами. И именно с этой части меня буквально рвет и мечет. Как можно было сделать настолько плохой чарт? Джеки здесь выглядят неуместно, поскольку поставлены по относительному принципу: первая нота заметно тише, вторая громче. Однако лично у меня при непосредственной игре трека это не считывается вовсе. Я могу об этом говорить только детально просматривая чарт со стороны. Вживую оно играется неприятно и не читается. Глухие скретчи, дублирующие по сути уже существующие ноты, лишь добивают общую картину несостоятельности чарта, и это печально, ибо звуков в треке достаточно для обычного плотного чарта. Но весь этот потенциал был растрачен на странные и лично для меня непонятные вещи.
Ведь во второй части трека, о чудо, мы снова видим плотные стримы из аккордов и лестниц, которые легко считываются и отлично играются. Правда, и тут есть грешок в виде странных недотриллов и внезапного 32-го ролла. Ну что это такое за издевательство? Ведь их опять же почти не слышно. Несмотря на мою безусловную любовь к этому треку, это определенно худший чарт во всей игре, к которому я стараюсь не притрагиваться. Ну слишком он уж плох. И даже не говорите мне ничего про существование легендария для феечки. Она, конечно, часть проблем, о которых я говорил, исправляет, будь то сомнительные пропуски нот или же тыканье по одной клавише, но сам чарт выглядит как типичный BMS Insane 1415 щит-пост, который я не могу серьезно воспринимать. Ох, Никомата. Много отличных треков от него вышло в 2DX SPADA, и Rainbow After Snow не исключение. Чарт сложности SPA 10 в целом довольно простой и не вызывает трудностей, окромя неловко вставленных лестниц червячков в середине и насильно втиснутых лестниц ближе к концу, где они весьма странно и натужно совокупляются с фоновым синтом и аккордами. Конкретно в этих секциях оно буквально выглядит и играется как некий фанатский чарт-пародия на 2DX в понимании игрока Осумания. У меня, кстати, есть одна история на этот счет. Был непродолжительный период времени, когда я на регулярной основе играл в Осумании, и мне довелось познакомиться с одним любопытным человеком. Он видел, что иногда в онлайн-лобби я ставлю 7+1К карты. Так мы с ним познакомились и стали периодически общаться. Он мне рассказал, что занимается маппингом карт в режиме 7+1К и в целом знаком с BMS. Редкая встреча на просторах ОСУ. Играл он где-то на уровне 5-6 дана с довольно посредственной аккураси, то есть несложной карты преимущественно. И вот в один день он предложил мне заценить его карты. У него их была целая тонна, на любой вкус и цвет. Запускаю карту BMS Insane 1214, запускаю еще одну BMS Insane 1416. Причем карты особым изыском не отличались, это были преимущественно грубые и плотные стримы аккордов без особых изысков по таймингам от самого начала и до конца. Спрашиваю, а как ты вот так научился мапать? Ну, любопытно же. На что получаю гениальный ответ. Да вот я смотрю видео на YouTube, как сделаны чарты Insane 2025 Оверджоя. И просто повторяю, слегка меняя последовательность аккордов. Они ж все равно все так мапают. Зачем я вам это рассказал? Не знаю. Выводы к этой истории делайте сами. Ну а мы двигаемся к следующему чарту. Вот так совпадение, но еще один трек от Snail's House попал в этот список. Любите ли вы роллы так же, как люблю их я? Весело говорит чартер и добавляет невероятно протяжные и томные секции роллов, которые невольно заставляют вспомнить легендарную в своей миметичности R5 SPA с его удушающей долгой ролл-секцией близ начала трека. В отличие от R5, низкий BPM и относительно невысокая сложность Blue Grotto отлично компенсируют подобный уклон в один паттерн, но не стоит расслабляться. Blue Grotto – один из тех немногих чартов, что будет медленно и степенно давить на стамину еще не привыкших к изобилию этого паттерна игроков, и рано или поздно добьется своей цели выбить вас из баланса. Из всего списка это, пожалуй, самый безобидный чарт. Ибо несмотря на столь экстравагантный чартинг, который может прийтись по душе далеко не всем, он отлично подчеркивает самый важный инструмент, задающий тон и настроение композиции. Более того, в середине трека вам дается немного времени расслабиться и приготовиться ко второй, более сложной секции трека, которая объединяет роллы с легкими аккордами и параллельно идущими нотами на других линиях, позволяя вам тренировать горизонтальную читку, что окажется очень кстати на более поздних уровнях игры. Получилось даже слегка комплиментарно, но что поделать, если этот чарт действительно вызывает противоречивые эмоции.
Аналог этого трека из старых частей Narcissus et Oasis Spa, который делает то же самое, только менее умело и в некоторой степени дуболомно, заставляя игрока среди неуклюжих аккордов, качелек из черешаговой лестницы и неловких переходов оттачивать мастерство роллов. Вероятно, именно его и стоило номинировать на эту позицию, однако этот чарт на протяжении долгого времени входил в часть моего рутинного разогрева перед сессией. Потому его я объективно судить не могу и всецело принимаю его таким, какой он есть. А потом, что было, то и полюбила. Идем в ногу с трендами, толерантненько, так сказать. Вот такой довольно необычный список получился. Для начала решил ограничиться небольшой выборкой чартов, ибо неизвестно, насколько подобный формат вам понравится. Любопытно, что крайне экспериментальная серия видео о чартах и треках BMS of Fighters послужила отличным подспорьем и практикой для того, чтобы научиться более-менее ясно излагать мысли о тех аспектах франшизы, которые ранее казались мне неприступными. Это же чарты, черт подери, что о них можно рассказать? Оказывается, можно, и на мой взгляд, даже интересно. Кто знает, быть может, рано или поздно дед включит режим безумец и сделает полноценную, роскошную ретроспективу франшизы Beatmania 2DX. Я очень не хочу, пожалуйста, сделайте ее кто-нибудь за меня. Это настолько неподъемная задача, что я либо брошу эту идею на полпути, либо откину коньки за монтажным столом. В общем, спасибо за внимание, мои завсегдатаи. Голосуем Лукаческо, если подобный экскурс в франшизу 2DX вам пришелся по душе. Пишите, какие чарты вам даются тяжело в 2DX, несмотря на их невысокую сложность, и еще услышимся. Пока.